Здравствуйте, дорогие друзья! Я с радостью представляю вам мою фортепианную школу, ее первую часть, которая создана мною на основе многолетнего опыта работы, почти 26 лет педагогической практики. Я воспитана в лучших традициях нашей русской фортепианной школы, но работаю уже 18 лет в немецкой системе образования, где ребенок получает в год около 38 уроков. Это значит, один раз в неделю урок длится от 15 минут до 45 минут в лучшем случае. Поэтому эта школа является своеобразной помощью тем педагогам, которые хотят с первых же шагов окунуть начинающего в мир музыки, заинтересовать его и привить ему в сжатые сроки основные базовые пианистические навыки. Книга разделена на главы, так называемый лекцион, где указаны темы, которые будут прорабатываться в течение нескольких уроков или за один урок, смотря насколько быстро двигается ученик. И это предназначено для педагога. Это так называемая навигационная система. В каждой главе, в конце каждой главы есть домашнее задание для ученика. Здесь он закрепляет полученные навыки, как теоретические, так и практические. Это не самоучитель, здесь нет объяснения теории. Вы не увидите, что форте это громко, да капо альфине, что обозначает это задача педагога. В работе с начинающими очень важно с первых же шагов погрузить их в мир разной по эмоциональной окраске музыки. Поэтому в этом сборнике есть много пьесок с аккомпанементом педагога, чтобы ученик сразу слышал всю гармонию, все богатство гармонии и воспитывал в себе чувство ритма. Ну, например, есть здесь радостная кукушка и грустная кукушка. Der fröhliche Kuckuck und der traurige Kuckuck. Ребенок играет только две нотки Г и Э. Кукук. Но уже с этих же двух звуков он может создать картинку. То есть здесь диктует мажор или минор уже прикосновение на форте или на пиано. Это играет педагог. И ребенок играет кукук. Ну и так далее, да? И эта же пьеска в миноре. Пьесы выстроены в строгой последовательности, в традициях нашей русской фортепианной методики. Начинается сборник с навыков нот легато, весовой игры, третьим пальцем. И используется прием естественного легато из руки в руку. И после этого мы переходим на стаккато и на секунды терции, для того, чтобы стабилизировалась постановка руки. И вводится прием нот легато на разные пальцы. Как пример, я вам сыграю Sonne und Wolke, солнце и тучка. С аккомпанементом педагога естественное легато. Опираясь на выразительность речи и деление слов на ударные и безударные слоги, вводится прием легато из двух звуков. Сначала с опорой на первый звук, потом с опорой на второй звук. И прием легато из трех звуков. Тоже сначала с опорой на первый звук, потом с опорой на последний звук. Как пример, это пьеска Федербальspiel, бадминтон, где в начале прием легато из трех звуков с опорой на первый звук, а в средней части на последний.
Если ученику потребуется больше времени для того, чтобы проработать эти навыки пианистических элементов, можно ввести в работу сольные пьесы из Пуппентеатра. Они идеально вписываются сюда, поскольку они тоже выстроены по нашей русской фортепианной традиции. Или «Шпиль-карусель». У пиано-дидакт есть мой сборник. Это для 4 рук, где партии абсолютно равноправны и где тоже вводятся вот эти элементы лиги из 2 звуков, из 3 звуков. И их можно еще и еще прорабатывать, чтобы этот навык усвоился лучше. Я буду очень рада, если эта книга поможет вам в работе с начинающими.